Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 17 ноября, сегодня у нас с вами пятница, друзья, последний рабочий день на этой неделе. И очень важно, чтобы вы его провели и закончили на позитивной ноте. Для этого обязательно сегодня в любое время проведите практику. Откройте кран с водой и скажите определенные слова. При этом эту практику вы можете провести и на работе, и дома. Почему на работе? Потому что на работе мы с вами общаемся с людьми, которые имеют разное понимание и взгляды на жизнь. Поэтому очень важно, чтобы вы открылись потоку изобилия, достатка и благополучия. Но давайте посмотрим, что сегодня нас с вами ждет по лунному календарю. Что нам ждет 17 ноября? Итак, девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, что сегодня 4 и 5 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами растущая луна в знаке зодиака Козерог, на что вам обязательно стоит обратить особое внимание. Дело в том, что сегодня очень хорошо планировать перемены в своей жизни, вне зависимости, в какой это сфере будут связаны. Но здесь очень важно, чтобы вы взвешивали все за и против, обдумывали все заранее и желательно детально. Если вы человек легкомысленный, то вам, скорее всего, в этот день, возможно, не повезет. То есть он не пройдет так плодотворно и так ярко, как вы бы того хотели. Помните о том, что многие вещи зависят от нас самих. Поэтому, пожалуйста, в этот день проявляйте себя, думайте. Кроме того, обращаю ваше внимание, что сегодняшний день вот реально подходит для кардинальных изменений, при этом в любой сфере жизни, в которой вы захотите. Но какой здесь один есть маленький нюанс. Но чтобы происходили какие-то изменения в вашей жизни, они должны происходить не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Пожалуйста, обратите на это особое ваше внимание. Также на что, девочки и мальчики, вам обязательно еще стоит обратить особое внимание. Это то, что сегодняшний день очень благоприятен для людей, которые заняты в творчеством, которым интересны какие-то очень важные и интересные моменты. То есть, если вы запланировали и давно об этом хотели, желали, мечтали, думали, то есть именно тот день для того, чтобы начинать и внедрять. Вообще, сегодня, кстати, что немаловажно, сегодняшний день проверяет нас на верность принципам и взглядам. Поэтому у многих людей, если вы действительно за взгляды, вы верны им, вы готовы двигаться дальше, вы не переступаете через красные линии, то, знаете, в этот день вам может удастся все, что вы захотите. Главное от вас активность, главное от вас уверенность. А если же у вас присутствуют, какие-то сомнения, даже самые малейшие, то лучше отложить решение вот таких вот вопросов все-таки на другой день. Почему? Потому что ваша нерешительность вам, наоборот, может создать еще какие-то лишние проблемы. Поэтому, нужно ли вам это? Скорее всего, нет. Поэтому, знаете, сегодня тот день для тех людей, которые активны по жизни, которые уверены в себе, они понимают и знают, к чему они стремятся и чем хотят в конечном итоге прийти в своей жизни. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, если мы говорим о бизнесе, если мы говорим о деньгах, то сегодня предпочтительно не заниматься какими-то новыми делами, а все-таки лучше сегодня завершать начатые раньше. Да, если вы ранее планировали, прописывали, общались, договаривались, это другое дело. Но если сегодня вы решили так, с бухты-барахты, все, открываю бизнес или открываю магазин, все, бегом-бегом, то, знаете, это не ваш день. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня люди, как правило, не сговорчивы. Люди не готовы сегодня идти на компромиссы, и это добавляет в какой-то степени каких-то маленьких проблем, неудобства создает. Особенно это касается коллег, руководителей или начальника, также партнеров. Поэтому, если у вас сегодня вы решили где-то, знаете, схитрить или отпроситься пораньше, то будьте все-таки осторожны. Почему? Потому что именно этот
этот штрих может, например, принести в дальнейшем не очень хорошие обстоятельства в вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно быть очень осторожным с имуществом, вне зависимости, это имущество движимое или недвижимое. Кроме того, если у вас сегодня возникают какие-то сомнения в чем-то, например, продавать или не продавать, делать или не делать, то лучше остановитесь, сделайте, пожалуйста, паузу. Также сегодняшний день неблагоприятен для ведения финансовых дел, поэтому все, что связано с деньгами, вне зависимости, это какие-то крупные проекты или вы планировали делать какую-то покупку, лучше решать в другое время. Но вот если мы говорим о долгах, о кредитах, то сегодня именно в этот день очень благоприятно отдавать. Даже если вы сегодня не планируете отдавать долги, кредиты, то сделайте хотя бы оплатить или внесите, или отдайте хотя бы какую-то сумму. Почему? Потому что благодаря этому дню, именно энергетике этого дня, в дальнейшем вы сможете быстрее отдать те или иные деньги. Также сегодня очень важно, чтобы вы проявляли свои чувства и эмоции. Но опять же, только по отношению к тем людям, которых вы любите, которых вы цените. И, конечно, там, где это будет уместно и правильно. Также вечернее время, это время подходит для любовных свиданий. Поэтому, если вы давно планировали пригласить на свидание, то, пожалуйста, приглашайте. Также, что мы говорим, если мы говорим сегодня с вами о здоровье, то болезни, которые сегодня дают о себе знать, нельзя игнорировать. Почему? Потому что последствия, к сожалению, могут быть печальными для вас. Также обращайте на баланс употребляемой пищи в этот день. Нельзя сегодня голодать, но в то же время нельзя и переедать. Наиболее предпочтительный в этот день молоко, творог и даже мед. Обратите на это особое, пожалуйста, внимание. Что же касательно стрижки волос в этот день, 17 ноября, то сегодня очень благоприятный день для стрижки и ухода за волосами. Дело в том, что стрижка волос в этот день будет способствовать увеличению вашего благосостояния. А вот прическа, при этом любая прическа, которую вы сегодня сделаете у парикмахера в салоне красоты, знаете, она будет притягивать деньги на протяжении всего последующего лунного месяца. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также сегодня хорошо проводить ритуалы, практики, обряды на привлечение удачи в делах, в бизнесе, в дружбе, в общем, со всеми теми благами, которые вас интересуют на данном этапе в жизни. Также, на что еще стоит обратить ваше внимание, что сегодня ни в коем случае не совершайте плохих поступков. Даже если вас вынуждают, даже если вас, знаете, провоцируют на что-то, ни в коем случае не поддавайтесь. Почему? Потому что в ближайшее время это может вернуться вам бумерангом и, знаете, проиграется достаточно тяжело. Но если вам тяжело сегодня, вам хочется плакать, вы чем-то недовольны в жизни, вы обижены, это не говорит о том, что вам нужно это взвалить на кого-то другое. Ваша задача принимать все происходящее как данность, вот как оно есть, так оно и есть, потому что ваши крики, обиды, где-то какие-то недоговоренности, это не приведет ни к чему хорошему. Кроме того, если вы чувствуете, что вам плохо, что вам тяжело, возможно, вам надо побыть самим или самому. Также, возможно, вам нужно сегодня побыть, прогуляться, побыть одному, поразмыслить. Если есть возможность сегодня провести этот день дома, если вы находитесь в таком состоянии, попробуйте. Кроме того, есть возможность отказаться сегодня или отпроситься на работе, также это сделайте, но не во вред работе, не во вред партнерам, коллегам или руководству, потому что, еще раз повторюсь, это может не очень хорошо проиграться в дальнейшем. На что еще обращаем ваше внимание, что если у вас сегодня есть какие-то мысли, чтобы кого-то обмануть, кинуть, обхитрить, солгать, знаете, это в ближайшем будущем вернется к вам, и вам придется за это нести ответственность. При этом это проиграется в совсем другом ракурсе, но так как оно проиграется, вам очень будет некомфортно и не очень хорошо. На что еще стоит обратить внимание, это то, что сегодня мы не рекомендуем сегодня общаться с начальством. При этом
по любым вопросам, которые вас интересуют. Вообще старайтесь сегодня быть подальше от начальства и, как говорится, поближе к кухне. Также сегодня не стоит менять место работы, потому что это неподходящий день, энергетика этого дня не предполагает эти изменения. Также если вы риэлтор, занимаетесь недвижимостью, сегодня также не стоит заниматься недвижимостью, не рвите сердце, если видите, что-то не получается, связанное с недвижимостью, знаете, остановитесь и подумайте о том, что, возможно, сегодня нужно созерцать. Что же касательно праздников, то сегодняшний день подходит для застолий, но голодать в этот день нельзя, также переедать жирное тоже не стоит. Обратите на это особое внимание. Что же касательно зачатия, сегодня неблагоприятный день для зачатия, рекомендуются умеренные физические нагрузки, а вот домашнее дело лучше сегодня перенести все-таки на другой день. Если мы с вами говорим о снах, то сны снятся, например, снится вам движение, дорога, то знаете, у вас все хорошо. А если вам снится что-то плохое, то знаете, это вам предупреждение от высших сил, говорит о том, что вам стоит обратить внимание в особенности на свое здоровье. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 17 ноября. Обращаем ваше внимание, что сегодня выпала карта, которая звучит следующим образом: не спешите принимать решение. О чем эта карта говорит? Эта карта говорит о том, что вы то, чем вы занимаетесь, или в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, нельзя спешить, при этом не в принятии решений, не делая какие-то выводы. Почему? Потому что это со временем может только усугубить ту или иную ситуацию. Поэтому сейчас ваша задача собирать информацию, просто собирать информацию. Анализировать можете, но не делать окончательных выводов. Это очень важно, потому что то, что проявится в ближайшее время, это будет ваше, и оно покажет вам, как же все-таки вам нужны те или иные изменения. Также, если мы говорим сегодня о новых отношениях, то не спешите с ними. Да, встречаться можно, общаться можно, но что-то более такое больше не стоит. Не спешить, потому что спешка сегодня достаточно негативно влияет на людей. Дальше. Старайтесь задавать себе больше вопросов. Вне зависимости, если вам люди с ним предлагают что-то новое, интересное, вне зависимости, с чем это связано, вам не стоит быстренько соглашаться, продумайте, поразмыслите, это очень важно. Возможно, подумайте о том, какие у вас могут появиться новые возможности, возможно, альтернативы. И сегодня ни в коем случае не подпадайте под давление других людей, потому что они думают только о себе, к сожалению. Ну и молитва, которую мы рекомендуем вам, друзья, прочитать в этот день, звучит следующим образом: Архангел Михаил, помоги мне быть сильным и расслабленным, приближаясь к этой ситуации. Напоминай мне, что нужно отчуждаться и отступить назад, представляя возможность ситуации разрешиться без моего вмешательства. Спасибо, что защищаешь меня. Обязательно эти слова молитвы будут в описании к этому видео, и желательно, чтобы вы сегодня эти слова сами проговорили. Далее, как мы сказали, сегодня у многих людей идут кардинальные перемены, при этом в той сфере, на которую человек даже может не обращать внимания или не думает. Поэтому сегодня ваша задача в любом случае, что бы в вашей жизни не происходило, возможно, вы совсем согласны, возможно, вы совсем довольны, возьмите в любое время, откройте кран с водой и скажите следующие слова: ангел мой, хранитель мой, помогай мне, Божьему созданию. И здесь нужно вам сказать свое имя, проговорить. Далее, сядь на правое плечо, оберегай меня и приумножь мне, Господи, удачи в делах земных, от нужды и нищеты избавь. Да сбудется все, что сказано. Аминь. Девочки и мальчики, эти слова будут в описании к этому видео. Обязательно их проговорите во время того, как вы откроете кран с водой. После того, как проговорили, можете закрывать и идти заниматься своими делами.
Также, девочки и мальчики, очень важно, чтобы сегодня вы в комментариях к этому видео обратились к своему ангелу-хранителю и написали эти слова, которые мы только что произнесли. Также сегодня вы можете обращаться к ангелу-хранителю и к высшим силам с теми просьбами, которые вы считаете важными и нужными для вас. Вот такой, друзья, день у нас с вами 17 ноября. По лунному календарю. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки и мальчики, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами уже услышимся буквально в следующем видео. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.